акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем розы. Роза символизирует молодость и 4 сезона. Уважение и почтение к этому цветку считалось нормой как для образованных знатных людей, так и для простого народа. Приступая к розам, нужно понять ее строение. От середины мы должны будем наращивать лепестки друг на друга. Так что сначала самым кончиком мы прорисовываем середину, а затем уже сильными мазками от кончика до самой пяточки кисти, прижимая ее, ставя точку и таща ее потом уже к концу. Когда мазок закончен, поднимая, мы рисуем лепестки. Сначала я рисую желтые розы. Не совсем желтые, а желто-оранжевые, оранжевые по краям, которые называются, этот сорт называется «Заря». Итак, набрав на кисть сначала ярко-желтый цвет и затем на кончик, взяв либо оранжевый, либо красный, чередуя то оранжевый, то красный, я начинаю рисовать розы. Сначала кончиком серединку, а затем все время утолщая, начиная с более тонких лепестков, а затем переходя к более толстым, когда они будут уже у самого края. Я наращиваю лепестки. Каким мазком, я уже сказала, ставя кончик кисти, а затем прижимая кисть целиком и таща ее в нужном мне направлении. Так я делаю несколько роз. Сначала я рисую розы, а затем уже буду обрамлять их листьями. Не забываем про динамику цвета, а также про динамику расположения. Теперь я прорисую еще одну розу теми же самыми мазками. Также я нарисовала несколько бутонов, просто отпечатками кисти от кончика до середины. Теперь я перехожу на красные розы, набрав ярко-красный цвет на кисть и посадив на кончик бордовый. Бордовый я получила, намешав красный с сиреневым, можно также и с синим смешать. Теперь я теми же самыми мазками рисую розу. Если ваша кисть высохла и будет давать сухие отпечатки, это даже хорошо. Это может быть служить полезным эффектом. Не старайтесь сразу заполнить кисть, а попробуйте сделать сухой кистью несколько мазков. У розы лепестки также и угловатые, поэтому в некоторых местах я прорисовываю угловатые лепестки, наложив один мазок на другой, сводя их в угол. Нарисую несколько красных роз. В некоторых местах вы видите, что я делаю очень темные лепестки, набрав уже только бордовый. Где-то лепестки провожу сухой кистью, где-то просто оставляю несколько отпечатков самым кончиком, просто обозначив, что там есть лепестки. И несколько бутонов, тем же мазком, что делала желтые. И один бутон полураскрытый. У него я прорисую серединку и обрамлю его несколькими лепестками. Ставя кончик кисти, я начинаю тащить кисть вниз и в конце прижимаю ее самой пяточкой. Так получаю такие лепестки. И нарисую несколько розовых роз. Каким образом? Набрав на кисточку чистой воды, на самый кончик я посажу ярко-красный оттенок. И вот такой кистью буду рисовать тем же самым мазком, как и прежде, лепестки. Просто получу градиент, прикасаясь
к бумаге кисть будет оставлять очень красивые оттенки, потому как красный будет плавно растекаться в той воде, которая была набрана на кисть. И тоже один полуоткрытый бутон я обозначу теми же самыми мазками, как и в прежний раз, когда рисовала красные и желтые, и пару закрытых. И один цветок я сделаю совсем водянистым, набрав слегка розовый. Перехожу на листья. Некоторые листья я буду делать просто отпечатком кисти, поставив ее кончиком и прижав до пяточки. А основную группу листьев я буду делать так. Прижав кисть от кончика до пяточки, я буду ее тащить вверх, затем немного разверну и сделаю движение вниз, затем протащу вверх, разверну, опять протащу вниз и вверх, оставив такой тройной отпечаток. И я буду чередовать. Первый мазок, просто когда я ставила кисть от кончика до пяточки, прижимая к бумаге, и второй мазок, когда я ставлю кисть целиком от кончика до пяточки и под углом тащу кисть вверх или вниз, можно и в том, и в другом направлении. Как я и говорила, мы просто с вами оставляем цветовые пятна, под которыми подразумеваем листья. Конечно, в зависимости от цветка, который мы обрамляем этой листвой, мы меняем и цвет, оттенок зеленого. Либо более светлый, либо более темный, либо посадив на кисть сразу два оттенка, чтобы была градация цвета. Листья нужны для того, чтобы подчеркнуть красоту цветка. Они обрамляют его как воротник. Поэтому, в принципе, они не требуют детальной прорисовки, чтобы не перебивать красоту основного объекта. Около розовых роз я опять поменяла оттенок зеленого. Все те же мазки. Ставлю кончиком, прижимаю целиком к бумаге или от кончика до пяточки прижимаю и тащу либо вверх, либо вниз, либо вверх и вниз, как бы делаю волну. Можно даже не отрывать руку при этом. Теперь, когда с листьями закончено, я перехожу на то, чтобы обрамить бутоны. Как я это делаю? Я сначала кончиком кисти прорисовываю несколько травинок, которые находятся вверху бутона, а затем прорисовываю одну серединную линию и две боковые, обрамляя ими бутон. Сначала ставлю кончик, а потом, ведя линию вниз по бутону, в конце прижимая ее. И под бутоном я просто рисую кружочек или ставлю маленький отпечаток кончиком, и далее остается только пририсовать ножку, стебелек, если я уже знаю, куда я хочу ее повести. Так я поступаю со всеми бутонами, включая полураскрытые бутоны, но около полураскрытых бутонов я просто подрисую несколько травинок. В зависимости от того, какого цвета цветок я обрисовываю, точнее бутон, я меняю оттенок зеленого, о чем я уже говорила прежде. У желтых роз был более светлый зеленый, ближе к салатовому. У красных роз был и сейчас, который я использую, это насыщенный зеленый травяной цвет. И около розовых роз я использую оттенок зеленого ближе к изумрудному, смешав его в некоторых местах с травяным. Ножки, стебли я прорисовываю таким движением. Фиксирую кончик кисти на бумаге и затем выбранным мной оттенком зеленого я рисую стебель таким движением. Зафиксировала точкой, веду вниз и остановилась, веду вниз и остановилась, таким поступательным движением, нарастающим. Можно и снизу вверх рисовать то же самое движение. От точки до точки – это принцип.
когда мы рисуем стебель. Подвожу и тонкие стебельки к листьям. Можно и не прорисовывать их много, достаточно просто обозначить в некоторых местах, где-то они будут закрыты листвой. Как я и говорила, можно делать этот мазок и снизу вверх. Его можно утолщать, тогда я просто прижимаю кисть более от кончика до середины или от кончика до самой пяточки, и затем тащу эту точку вверх или вниз, это зависит от выбранного мной направления. Главное, чтобы это было поступательно и от точки до точки. Также я могу сделать это другим мазком, поставив кисть и зафиксировав ее. В зависимости от мазка нужного мне размера, я могу делать движение вверх и немного назад, вверх и немного назад. Еще несколько листьев. Показалось, что это будет смотреться неплохо. И, как мы знаем, у нашей красавицы розы есть многочисленные шипы, которые защищают нашу красавицу. Как я рисую шипы? Самым кончиком кисти, набрав нужный оттенок зеленого, я ставлю точку около стебля, а потом веду кисть в бок и резко поднимаю. Так я проделаю на всех стеблях, на тех участках, которые можно видеть из-за листвы. В зависимости от цвета стебля, соответственно, я меняю оттенок зеленого для шипа. На более тонких стеблях, соответственно, это своеобразная точка, которая у нас представляет шип, будет меньше. На тех участках, где стебель толще, она будет толще. К верхним листьям, которые представляют собой продолжение куста, потому что, в принципе, роза, она кустовое растение, я протяну еще несколько стеблей вверх, которые подразумевают его продолжение. Тем же самым движением, что я делала прежде. От точки до точки зафиксировав кисть. И обозначу шипы, уже даже подсохшей кистью, что делает шип даже более эффектнее. Теперь я просто приступаю к написанию камня. Как я это делаю? В принципе, тем же почти движением, что и рисовала стебель. Набрав оттенок коричневого, даже смешав его с каким-то другим зеленоватым оттенком, я ставлю кисть от кончика до пяточки и тащу в нужном мне направлении, прорисовывая камень такими прерывистыми движениями. В некоторых местах я использую подсохшую кисть. Несколькими мазками я просто показываю структуру камня. Просто в нескольких местах делаю мазки сухой кистью от кончика до пяточки, протащив этот отпечаток. И несколько малых камней внизу. Мазки могут быть более округлые. Не обязательно заполнять все пространство, просто обозначаем структуру. И теперь земля. Как это я буду изображать? Набрав оттенок зеленого, поскольку земля покрыта травой, я просто оставляю отпечатки кисти, прижимаю ее от самого кончика до самой пяточки. И такими поступательными отпечатками я двигаюсь в разных направлениях, вверх и вниз и слева направо. Соответственно, не нужно покрывать весь лист этими отпечатками. Мы просто обозначаем, что внизу есть почва. Мы ничего детально не прорисовываем. Оттенок зеленого тоже меняется в разных местах. Он выглядит по-разному, чтобы была динамика. Я не буду заходить глубоко за стебли. Мне, в принципе, это не нужно. Нам не нужен фон. И я решила прорисовать несколько красных листьев, поскольку у красной розы вы очень часто можете видеть, что молодые побеги, они не зеленого, а даже красного цвета. Но я взяла темно-бордовый, теми же самыми отпечатками, что и прежде.
теми же самыми мазками листья и стебель. Теперь прорисую прожилки на листьях. Не на всех листьях я буду это делать. На каких-то листьях я обозначу просто среднюю прожилку. Скорее всего, это будет на листьях более мелких по размеру и на тех, которые нам будут видны как бы на заднем плане. Выбирая из этой массы пятен более удобные для того, чтобы обозначить на них лист. Я провожу среднюю прожилку кончиком кисти, а затем боковые, немного под наклоном, дугообразно, более сужающиеся к кончику. Некоторые листья просто средней прожилкой, а остальные, так как я уже сказала, средние и боковые дугообразные, кончиком кисти или немного прижимая кисть даже до середины, в зависимости от размера листа. Соответственно, меняется размер прожилок. Можно было этого и не делать. Рисовать прожилки, вводить детализацию или нет, это уже дело ваше. Как вам больше нравится, как вы думаете, ваша композиция будет более выгодно смотреться? В зависимости от оттенка зеленого меняется и оттенок прожилки. Главное, чтобы он был темнее того цвета, который вы использовали для листа и подходил к нему, совпадал. Итак, то же самое я проделываю и с листьями у красной розы, взяв темно-зеленый оттенок. На листьях у розовых роз я проделаю то же самое. Как и говорила, не на всех листьях, где-то только одну прожилку, а где-то одну серединную и боковые. Оттенок зеленого более темный по отношению к цвету листа, но подходящий к нему. Я взяла изумрудный и смешала его с темно-синим, для того, чтобы нарисовать прожилки. И решила прорисовать травинки. Каким мазком, каким движением? Самым кончиком кисти я двигаюсь очень быстро вверх и вниз, вверх и вниз. Когда я провожу мазок снизу вверх, травинку изображая, то я, добравшись до верха, прерываю свое движение, быстро возвращаюсь вниз и опять провожу линию вверх. В некоторых местах этот отрыв, конечно, не получается, поэтому видно зигзаги. Вот. Но это не важно, потому что можно и так, можно и так. Смысл в том, что мы рисуем травинку. Сначала светлым оттенком зеленого, потом вводя более темный и еще один оттенок зеленого. Несколько прожилок темно-бордовым на красных листьях после того, как нарисованы травинки. И под конец
2 бабочки. Одну желтую и одну красную. Каким движением? От кончика до пяточки ставлю кисть и толкаю ее вперед и назад, вперед и назад. Рисую крылышки, оставляю отпечатки. Черным цветом, самым кончиком проводим брюшки, кружочками рисуем головку и все остальные тонкие элементы кончиком кисти. И затем немного оформим крылышки. Тем же самым черным цветом, кончиком прорисуем некоторые узоры на крылышках. Сначала обрамим контуром сами крылышки, а затем прорисуем узоры. На каждой из бабочек немножко разные. И наша работа подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте, что о работе можно судить тогда, когда она окончательно высохла. Также можно нанести каллиграфию и оставить подпись, ваши инициалы или поставить печать. Благодарю вас за просмотр.